Всем привет! Вы на канале Саша Мамаша. И сегодня я расскажу вам, как всего за пару часов можно сшить вот такую пышную нарядную юбку из обычного фатина со сплошной атласной лентой. Если вам это интересно, оставайтесь на канале. Для того, чтобы разрезать фатин на такую юбочку, мне понадобится ножницы, линейка, какой-то утяжелитель. В данном случае я взяла метровую металлическую линейку. Пол, покрытый плиткой, и непосредственно сам фатин. Фатин у меня обычный, в рулоне. Ширина рулона 3 метра. Перед тем, как его разрезать, я его прогладила в сложенном пополам виде. То есть в данном месте у меня ширина 1,5 метра, но по краю вы видите, что он сложен вдвое. Что нужно сделать? Первым делом я буду выравнивать край. Вот этот край. Для этого мы выкладываем фатин на плитку сгибом по шву плитки. Таким образом, вот в этом месте мы имеем четкий прямой угол. Утяжелитель лежит для того, чтобы фатин не ездил. Можете взять что-то более тяжелое или подходящее. И теперь остается только взять ножницы и по вот этой линии, по вот этому шву отрезать. По шву плитки резать очень удобно, потому что ножницы никуда не соскальзывают, они попадают вот в этот желобок. С этого ракурса лучше видно, что фатин сгибом лежит ровно по шву плитки. Здесь мы имеем прямой угол, и по этой линии, по вот этому шву нам нужно отрезать. С этой стороны нужно положить что-то тяжелое, чтобы фатин не ерзал по полу. Итак, по вот этому шву мы отрезаем, выравнивая этот край. Ножницы очень легко скользят по вот этому шву, по желобку, который там, и никуда не соскальзывают. И вот так мы спокойно, легко отрезаем, придерживая. Неровный край я обрезала. Теперь мне нужно отрезать кусок длиной 50 сантиметров. Что для этого я делаю? Резать я буду теперь по вот этому шву. Я выкладываю здесь линейку и сравниваю нулевую отметку с этим швом, нулевую отметку линейки. Теперь мне нужно передвинуть фатин, чтобы вот этот край совпал с отметкой 50 сантиметров. И после этого отрезать по вот этому шву. При этом нельзя нарушать прямой угол, обязательно соблюдать вот эту линию. И проверить линейкой еще с той стороны. С той стороны обязательно тоже проверить, чтобы там тоже было 50 сантиметров. И только после этого положить вот здесь утяжелитель и отрезать по линии. И так нужно повторить эту процедуру столько раз, сколько кусочков вам потребуется для юбки. Я все выровняла, все проверила. И теперь разрезаю по вот этому шву, по этой линии.
Для того, чтобы не вымерять каждый раз вот эти 50 сантиметров, можно каждый последующий слой накладывать сверху и совмещать вот эту линию с линией, по которой вам нужно отрезать. Но при этом обязательно, чтобы края идеально совпадали. Вот эти вот края. Вот я отрезала первый слой, наложила ровно сверху. Еще раз перепроверила все линии, прямой угол. И теперь буду резать по вот этой линии. Очень аккуратно, чтобы не зацепить верхний слой, чтобы он не мешал. Что еще я рекомендовала бы сделать? Вот это края рулона. Вот у меня фатин сложен вдвое. Вот это долевая, вот это края. Эти края, вот я попробую показать ближе, очень сложно разгладить. Вернее, даже невозможно разгладить. Они все равно получаются вот с такими вот более темными фрагментами. Поэтому я рекомендую вот этот край срезать. Точно так же по шву, соблюдая прямой угол, аккуратно отрезать эти пару сантиметров, тут буквально 1,5 сантиметра, которые мы отрежем, роли не сыграют в пышности юбки, но зато у нас будет идеально ровно отрезанный, без вот этих вот темных заломов край. Вот так наглядно видна разница. Вот это края, которые были, это вот отрезанные края. Это нужно для того, чтобы когда мы будем сшивать юбку, при накладывании одного на другой не было такой четкой разницы. Вот я обрезала край фатина. Хочу вам продемонстрировать, почему мы шьем юбку по долевой. Вот это долевая. Вот я растягиваю юбочку, фатин, и он возвращается на место. Если же я сошью юбку поперек, и ребенок где-то заденет, произойдет следующее. И обратно он уже не возвращается в свое исходное положение. Вот, по долевой. Ничего, поперек получается вот такая вот вытянутая лента. Именно поэтому я рекомендую шить эту юбку по долевой, как и все остальные юбки туту. Теперь мы берем полосу нашего фатина, вот это долевая, и мы должны заутюжить. Заутюживаем ровно пополам. Заутюжить надо так, чтобы вот эти линии идеально совпадали. Поэтому складываем, прижимаем. Внимательно следите за тем, чтобы все было ровно. Это скажется на внешнем виде на готовое изделие. И проутюживаем. Для удобства лучше постелить, вот как я тоже, какую-то контрастную ткань, чтобы лучше было видно все линии. Точно так же проутюживаем все необходимые детали. Отрегулировав натяжение нити и длину стежка, приступаем к шитью. Нам нужно проложить строчку вот на нашей заготовке, которую мы отутюжили.
на расстоянии 2 сантиметра от сгиба. Вот здесь. Сзади немного подтягивайте, но не сильно, чтобы не растянуть фатин. Когда мы заканчиваем, подходим к концу первой полосы, мы берем вторую и заводим немножечко ее внутрь. Или наоборот накидываем сверху, но внутрь удобнее. Чтобы она примерно на сантиметр зашла внутрь. Вот так. И продолжаем строчить дальше. Так сшиваем все полосы. Теперь мы берем прошитую часть юбки, открываем ее и на нижний край мы должны нашить ленту. Край ленты обрабатываем зажигалкой и вот так, накладывая ленту на фатин, прошиваем. Шьем по центру. Ленты следим за тем, чтобы сзади, подтягиваем, чтобы не барило. Доходя до стыка фатина, аккуратно расправляем его и шьем дальше. Подходя к концу, мы берем начало этой же ленты и мы должны его закольцевать. Здесь уже завязан узелок, лента у нас была обработана, здесь лента обработана. Мы можем или под низ подложить, или наверх наложить, без разницы. И дошиваем сюда. Все. Теперь мы должны пришить ленту на вторую полосу фатина. Вот это он у нас закольцован, то есть вот это начало, откуда мы строчили. И вот у нас верхняя полоса. Настрочить ленту мы должны, чтобы при накладывании у них лицо было с одной стороны. Поэтому берем вот так. И точно так же нашиваем вторую ленту. Пояс юбки, то есть то место, куда мы будем вдевать резинку, тоже лучше закольцевать, для того, чтобы потом на резинке вот это место не разъезжалось. Перед тем, как собирать юбку на резинку, решила обратить ваше внимание, что резинка должна быть жесткая. Иначе талия в поясе не получится аккуратно и красиво. Вот так юбка выглядит после сборки на резинку. Резинка жесткая, поэтому линия пояса получилась хорошая, красивая. Так выглядит юбка снизу. Но напомню, что это еще не окончательный вариант, потому что юбка у нас просто собрана на резинку, и она в 2 слоя. Теперь нам надо эти 2 слоя разделить друг от друга. Мы разделяем слои друг от друга. Просто тянем верхний слой
наверх и в районе талии вот так вот их друг от друга отделяем. Потому что если просто поднять, получится, что здесь оно все равно до конца не отделяется. Поэтому надо вот так потянуть. И после этого снова расправить ленту и выложить ее волнами. Вот такая получилась юбка. Она полностью готова. В профиль она выглядит как балетная пачка, очень пышная. Так она выглядит снизу. Тоже очень пышная и полная юбка. Линию талии я украсила бантом. Вот такая пышная нарядная юбочка получается всего за пару часов работы для наших маленьких принцесс. Если вам понравилось мое видео и было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока!